Надоел, батька, шнурки развязывать, а? Никит, пожалуйста, не надо развязывать шнурки. Ну, эта мысль она хорошая, да, Тарусы глазами детей. Но и сюда же вписывается концепция, чем они занимаются в Тарусе. Типа мы все приезжаем на шашлыки, а что дети тут делают? Чем еще это можно заниматься? Мы бьем, да, на команды, и типа, каждая команда вот проводит экскурсию. Класс. Это бомба. И нужно нас всех забрифовать на тему того, что мы не только рассматриваем, какая шаурмешная классная, но и как бы пытаемся выяснить, как сюда дети ходят, а что они тут делают, а с кем они сюда приходят. Ну, то есть, чтобы история на сайте получилась такая более личная, а не туристическая. Не стой, пожалуйста, нет, иди сюда к нам тоже. Это заброшка, банк. Раньше задумали, что это будет банк. Но что-то пошло не так, и... Теперь здесь копятся не деньги, а обломки стекол и интересующиеся мальчишки. Наверное, если заходить того, что тут экстрим, можно по крышам полазить. Родители ни в коем случае не разрешают мне вообще ни на какие заброшки лазить, но это такой возраст, Мои когда... родители ни в коем случае не знают, где я нахожусь. Ну, девочкам мы не говорим девочкам, потому что они могут рассказать там кому-нибудь. Что, девчонки не хотят лазить по заброшкам? Они не знаю, но они могут рассказать. Рассказать могут. Потому что я не люблю рисковать. Мне еще жить хочется, в отличие от вас, самоубийц. тогда зачем? Я нормально, все в порядке. Он оскорбил нашу сущность. Но если вам захотелось побыстрее упасть, хотя вы ничего не почувствуете, если вы, конечно, вы не выживете. Я перевернулся Если на наоборот, голову. если вы выживете, то все почувствуете. Если не выживете, то нормально, смерть будет быстрой. Зачем ты? Да. Нормально. Налево, направо? Направо. Почему в итоге мы отказались и не поехали в секту? Да потому что это вовсе была не секта, как изначально мы думали, и как предложил Серафим. Это был дом просто с католическим крестом. Просто Серафим думал, что это секта, но это обычный дом. А, еще тут есть библиотека Там живут, большая. скорее всего, какие-то католики. А у католиков такой же крест, как у нас, только без такой вот палочки. Блин, да элементарно. Даже я, человек особо, который не ходит особо так-то в храм, не фанатик. католическую сектантскую веру не изучаю. Не фанатик божий, знаю, чем отличается католическая церковь от православной, блин. Неполная противоположность. Мы верим в единого Бога. О, там кинотека. Сейчас еще раз. Ну, я знаю, что это Институт космических исследований. Его построили в 1978 году. И тут разрабатываются детали для космических кораблей. До моста, наверное, еще долго придется идти. Да, там мы, может, грибочки найдем. Мухоморы. Да и к тому же меня дед постоянно заставляет, чтобы я ему... Не заставляет, а просит, чтобы я ему почистил ружье. И я, в принципе, знаю, как собрать, разобрать ружье, то есть знаю, как его чистить, и знаю, как из него, соответственно, стрелять. Правда, я пока низкий, и не совсем удобно, то есть такое длинное ружье прислонять к плечу. А у тебя плечо болит, когда ты стреляешь? Ну, вообще, да, болит очень. Ну, как сказать, очень. Просто прибаливает. Не знаю даже сказать, что насчет этого моста. Он мне как родной. У меня даже дома сохранились много фотографий, где я на этом мосту стою. Ну, вообще, я тут на этом мосту уже катаюсь с самых пеленок. То есть в коляску посадили и все, ездили в этот мост. В основном просто послушать птиц. Вот так. Когда я был чуть постарше и уже научился ходить, мы с ней часто любили тут бегать. Этот мост здесь стоит уже давно. Меня прям вот вспомнил, прям пробирает ностальгия семилетней давности. Мы с мамой любили на этом мосту в основном бегать и подпрыгивать, потому что уже к этому моменту он был, так сказать, немножечко разваленный. Мама меня все время поднимала, вот сюда вот ставила, и при этом меня держала, чтобы я не упал. И я вот ходил
по вот этой вот штуке. Вообще много каких воспоминаний, но вот это такое прикольное было. Ходить конкретно по этой, так сказать, опоре. Помню то, что мама, когда меня катила на колясочке, всегда давала мне веточку с травкой, вот с лепесточками. Я как бы ее вертел в ручках там, и потом ее ломал, и она мне давала новую. И так было до самого дома, пока что я не орал и не хотел идти домой. Сохранил одну из тех веточек? Да, дома сейчас лежит под подушкой. Пойдем отсюда. Даже не знаю, стоит ли об этом говорить, что мы ели шаурму. Она очень классная. Очень вкусная. Да. Серег, лучше возьми машину. Это была когда-то заброшенная стоянка. Возможно, она уже заброшена как года 4-5. То есть я раньше был маленький, сюда приходил, у нас сюда пускал охранник. Самое интересное, что на месте этой стоянки и вон там вот на поле, тут шли бои. Скорее всего, я предполагаю, за освобождение Тарусы. И до сих пор тут еще все это лежит и хранится. Здесь уже пытались копать, и то, что выкопали, хранится у нас в школьном музее. Где копали, это находится с краю, вон там на конце стоянки. Что здесь можно найти? Ну, если покопать, то много чего можно найти. Что это много чего? Ну, например, мой дед, когда копал, он был чуть-чуть, то есть постарше меня, но было ему лет 16. Он, то есть, случайно просто копал, наткнулся, он там нашел гранаты, костей очень много. Сам пробовал копать? Хотел, но, то есть, пока не пробовал, но хотел. Металлоискатель есть у тебя дома? К сожалению, нет. Зато... Знаешь кого-нибудь с металлоискателем? Нет, зато есть интуиция. Что интуиция подсказывает, где надо копать? Вот где-то, ну вот тут, где эти трубы, вот это вот место, вот трубы, вот это, вот тут-то все лежит. Что будешь делать, если найдешь останки человека? Ну, останки человека, скорее всего, сдам, потому что куда мне их девать? Вытащу солдата, сдам куда-нибудь. Потому что я же не понесу эти кости домой для коллекции. Сдам, да, наверное, в музей. Может, найдут родителей. Что бы вы сделали, если бы нашли гранату, например? Гранату я бы ее взорвал. Я бы ее бросил. Она бы не взорвалась. Ладно, я бы ее на сувенир поставил. Я бы ее отдал в школе. Вас бы менты штрафанули. Тупиту. Что еще? Блин. Если бы сейчас началась война, пошел бы воевать? Я? Ну, в своем возрасте навряд ли меня взяли на фронт, но мог бы помогать как хотел. Но так как век инноваций, Третья мировая война, скорее всего, начнется, или не мировая. Если начнется, в общем-то, война, в этот век инноваций, то я, скорее всего, бы хотел поучаствовать в кибербезопасности, то есть вести, так сказать, компьютерные атаки. И у нас вообще в России много врагов, потому что, конечно, не хочу огорчать бабушек, но Путин мало чего сделал для того, чтобы у нас были хоть какие-то нормальные отношения со странами. С кем мы там дружим? С казахами и армениями, и с Сирией, и все. Так что врагов у нас может быть много, потому что Россия самая крупная страна. Все хотят по кусочку России. Так что вопрос трудный, кто бы стал врагом. Скорее всего, наверное, Америка все-таки. Несмотря на то, что это моя родина и все дела, я чисто за справедливость. И тот, кто спровоцирует войну, тот и будет, собственно, в этом виноват. Против того я и буду воевать. Центр культурного развития. Сокращение ЦКР. В нем находятся все кружки, в нем находится штаб волонтеров. Тут еще очень много продвинутого в основном музыкального развития и
Краеведение. Я туда хожу на краеведение. Солнце, глаза синие. Почему это шаурмешная вкуснее всех остальных? Потому что, во-первых, там они перед шаурмой, перед тем, как приготовить, моют руки. Во-вторых, там они готовят ее на... тут они готовят ее, не знаю, на углях, шашлык, а там они ее где-то жарят. Кстати, ничего не трогай. Какие у тебя мысли на будущее? Мысли на будущее? Ты Пойди думал? в армию. Помолчи, Максим. Ну, во-первых, я бы хотела закончить школу. Нормально закончить школу. То есть уйти после 11 класса в какой-нибудь университет. И, то есть, я хотела учиться на программиста. И в будущем хотела бы устроиться в какую-нибудь компанию. Или основать свою. Тебя никуда не возьмут, если ты школу на отлично не окончишь. Серафим, для особо одаренных, я тебе скажу, диплом это не важная часть. Тебя могут взять без диплома. Диплом там приветствуется. Он приветствуется. То есть, если тебя возьмут, то уже будут знать, что ты умеешь, у тебя есть опыт. Но без диплома тоже, то есть на него там всем пофиг. Возьмут на испытательный срок. Если пройдешь, то тебя возьмут работать. Все. Я работаю с железом. То есть я программирую на аппаратном уровне. То есть ассемблер и C. И вообще я C называю высокоуровневым ассемблером. Это весь уже софт, который, то есть для винды, для Linux, для macOS, он написан, он существует. А конкретно работать с железом, ты пишешь какие-то новые драйверы устройств, ты можешь, то есть, присоединиться к разработке того же Linux, который открыт, и сделать свой действительно серьезный и нужный кому-то вклад. За 2К18 год у меня произошло только 3 радостных события. Это мое день рождения, 13 лет, новый телефон и курсы программирования. За 2К18 у меня произошло только 3 нерадостных события. Мама сломала ногу, я заболел бронхитом, брат заболел бронхитом. Из этого всего есть только одно радостное. Я записался на кружок, то есть это курсы по программированию. Это, наверное, за 2018 год единственное радостное, что произошло. А я лучше тебя. А ты тупее всех. Смотри в камеру. Можешь просто обычно поставить сейчас. Все, быстро. Швах. И на меня. Сильно много? Нормально. Мы там 3 богатыря смотрели. Понятно. Кружок, как я был счастлив в этом месте. Так было хорошо. Мы фотографировались, лазили по заброшкам. Здорово. Ели чебуреки. Вспомни, как это было. Улыбнись. Это было классно. Почувствуй вкус чебурека.